Всем привет! Сегодня у нас необычный выпуск, а чем он необычный, вы узнаете чуть попозже. Но сразу вам скажу, что сегодня будет очень много мяса, будут кавказские шашлыки, классические и не очень. Сегодня будем жарить, вернее будем мариновать баранину. Вот здесь у нас целая коробка, это вот здесь пистолетики. В общем, будем разделывать, увидите. Люля из говядины, куриные крылья. Они, конечно, больше похожи на орлиные, но это курица, я вам честно говорю. Свиная шея. И понадобится нам лук и всякие разные специи. По ходу готовки специи будут меняться. В общем, сами все увидите. Поехали. Начнем с самого вкусного для меня. Это барашка. Вот такая здесь есть коробка. Сейчас мы ее обработаем. Снимем пошину. Уберем в сторону. Это хорошо на бульон будет. И вторую тоже часть. Оп. Теперь нам понадобится большой нож, чтобы отделить почечную часть. Вот здесь сделаем надрез. Берем теперь и переламываем. И уже здесь дорезаем. Вот эта почечная часть, очень вкусная вещь. Пока мы ее положим отдельно, потом доработаем. Отделим грудинку. Вот эта грудиночка тоже отлично пойдет на бульон. Туда же отправляем к пашине. Разделим коробочку по хребту пополам. И с этой стороны хребта теперь. Вот так. Получилась вот такая у нас красота. Вот здесь чуть-чуть дорежем. И теперь разрубим две части. Не дорубаем до конца. И теперь эту сторону. Разворачиваем, чтобы не попасть себе по пальцам. И отсекаем ребра. Вот такая вот получается бабочка. Получились две вот такие части и хребет. Тоже отлично пойдет на бульон. Дальше занимаемся шашлыком. Это нам уже не нужно. Зачищаем от жилок. Вот это самая не жующаяся жила. Вот так. Вот она. Убираем ее в сторону. И также с этой стороны. Находим ее, подрезаем и удаляем. Так. Теперь зачищаем здесь от лишних пленок, крови и жилок. Мухи атакуют. Здесь есть тоненькая пленочка, которая при жарке будет мясо стягивать и не позволит специям войти. Поэтому, не нарушая жирок, снимаем только пленку. Конечно, чтобы это дело делать, нужны очень острые тонкие ножи, которые вы можете приобрести у меня. Вот такая вот быстренькая реклама, да, Рифат?
Кстати, Рифат у нас сегодня что-то молчит, вы не заметили? Обиделся, что ли? Что свинину будем мариновать? Да. Сказал мне, что будет только баранина. Привез меня. А оказалось, свинина сегодня тоже у него в меню. Да. Сегодня как никогда будем готовить шашлык тоже из свинины. И я объясню, почему будет происходить такие действия. Отделили ребрышки. И есть еще кусочек грудинки. Их пожарим отдельно. А это у нас будут пистолетики. Берем нож. И вот так вот отделяем. Вот такая красота. Без косточки, без ничего. Отборный. Отборные пистоли. Вот так. Вот так. Пистолетики нарубили. Теперь займемся почечной частью. Здесь все жиры очистим. Лишние, ненужные. Вот так. Теперь будем вдоль хребта делать, в общем, убирать хребет будем. Обходить косточки все. Обходительно это, да? Обходительные. С этой барашкой. Да. Такие вот вырезки. Это как у говядины рибайчик. Даже не рибайчик, а именно вырезка. Вот филе миньон, из которой делают. Так мы ее самому дорогому гостю отдадим. Вот такие две вырезки. Вот эту чуть-чуть надо подчистить. Вот так. И вот так целиком на шампурик. Вот это самая вкусная, самая маленькая в баранине часть. Пока Рифат отвлекся, я из почечной части удалил хребет. И у нас получилась вот такая вот нежность. Из нее мы сделаем вот такой рулет. Вот такой. Нарежем его вот так и оденем на шампур. Чуть-чуть доработаем сейчас. Вот эту пленочку снимем, которая будет мясо сжимать и не давать ему жариться. Поэтому ее удаляем. Убираем лишние кусочки. Делаем красиво. Так. Вот так. Так вот получилось. Вот так вот завернем и нарежем. Будем жарить. Но это будет уже когда будем жарить шашлык. Так что никуда не уходите. Баранину разделали. Мариновать будем только соль и перец. Больше ничего. Ну, добавим чуть-чуть зиры, потому что она придает баранину свою изюминку. Сначала маринуем ребрышки. Не забываем гонять мух. Вот.
Мухи такие, что сами нас могут прогнать тут. Они меня кусают, брат. Я таких редко встречаю. Да. В этот раз попались такие. Поперчили. И добавим зиры. Чуть-чуть вот так на руку сделаю. Разотру. И вот так. И все хорошо перемешаем. Лишний кусочек. Вот так. Теперь занимаемся пистолетами. Пистолетами все то же самое. Тоже с зирой? Тоже с зирой, да. Соль, перец и зира. Баранину поперчили, посолили, добавили зиры. Убираем в холодильник. Жарить будем завтра. Баранину замариновали. Пришло время люля. Люля у нас из говядины. Здесь 4 килограмма говядины и килограмм 200 жира. Сюда добавим соль. Как всегда, сначала немного, потом попробуем, если что, добавим. Красная паприка. Сушеный базилик. Гранулированный чеснок. Чуть-чуть кайенского. И намелим свежемолотую смесь перцев и кориандра. И отправим сюда же. Осталось нарезать мелко-мелко лук, добавить и все хорошо перемешать. Лук нужно порубить очень мелко. И начинаем теперь все активно перемешивать. Перемешиваем до той консистенции, пока мясо не начнет липнуть к рукам. Если липнет к рукам, значит будет липнуть и к шампуру. Напомню, на каждый килограмм говядины у меня идет больше 300 грамм жира. Сало, курдюк, выбирайте сами, что вам больше нравится. Чем больше жира, тем сочнее люля. Кому интересно, говядина у меня шея. Не задок, мякоть, а шея. Шейная часть. Если используете грудинку, жира добавляйте не 300, а 150-200 грамм. Потому что грудинка сама по себе идет с жиром уже. Причем с вкусным. Так, проверяем, готов фарш или нет. Вот так вот держится. Соответственно, будет держаться на шампуре. Переложим сейчас в более удобный контейнер для хранения. И поставим в холодильник на сутки. Жарить будем все завтра. Но для вас пройдет это мгновение. Следующий на очереди у нас орлиные крылья. Вот такие. Выбираем третью фалангу. Делим пополам. И отправляем в гастроемкость. Потом чуть-чуть почистим перышки. Курочка домашняя. Бройлер домашний. А то сейчас опять начнут все говорить, что какая она домашняя. Домашняя, я считаю, то, что выращено в домашних условиях, а не какая-то порода кур определенная. Маринад очень простой. Оливковое масло. Соль.
красная паприка. И все хорошо перемешиваем. Вот так. И отправляем в холодильник на сутки. Вот косточку нужно отделить от мяса. Будем жарить только мякоть. Опять же острым ножом. Прям по кости срезаем мякоть. Вот так. Вот кость. Не знаю, кто-то варит из свинины что-то, но я думаю, можно какой-то бульон из нее изобрести. И вот остался такой кусок мякоти. Вот здесь все. Вот так. Разделим. Нарежем. Нет, сначала снимем пленки. Вот так. И нарежем такими кусками, чтобы удобно было кушать. Чтобы за один раз можно было максимум за два съесть кусок мяса. То есть вот так и вот такими где-то кусочками нарезаем. Вот так. Отправляем в емкость. Специям для свинины нам нужна будет соль. Вот так достаточно будет. Лавровый лист. Здесь имбирь и чеснок молотые. Так будет достаточно. И свежемолотый черный перец. И какой же шашлык из свинины без лука. Лук нарезали полукольцами, вернее перьями. И теперь пожмем и отправим его сюда. Отправим в холодильник на сутки, как и все остальное. Ну что, друзья, завтра мы будем жарить шашлык. Для вас это пройдет одно мгновение. Встречаемся завтра. Итак, прошли сутки, для вас мгновение. Начинаем жарить шашлык. Уже мы нанизали курицу. И свинину. Следующая партия у нас пойдет баранина, а потом люля. Так, разровняем сначала шкуркой вверх, чтобы она не подгорела. Все, шашлык готов. Снимаем курицу сюда.
сюда. И отдаем людям, чтобы сервировали. Теперь жарим наше любимое с Рифатом мясо. Барашка. Это вот та самая почечная часть, которую вчера я вырезал. Здесь 3 там. Ну, потому 7. что ее меньше всего, да. А вот вырезка. Вот так. Мякоть. Нормальный у тебя арсенал. Да. Это вот что можно получить из коробки, так называемой барана. На самом деле больше другого и ничего и не нужно. Вот этого вполне бы хватило. Посмотри, какая красота. Меня веселят названия этих частей. Патрончики, пистолетики. Каре, пистолет, семечки какие-то там, яблочки. Вот семечки. Они же патрончики. Да, вот, видишь, даже по 2 названия. Да, ну кто как. А вообще это каре называется. Где здесь вообще каре, где Вот каре. пистолетики, а где семечки? И какое эти слова имеют отношение к баранине, интересно. Яблочки там какие-то, еще что-то. Для меня это мясо. Баранина. Ну его же нужно как-то различать, у него же бывает разное. Я к тебе сюда приду, что-то там Жарко. дымочек. А, дым идет. Отлично. Самое нежное мясо, это почечная часть и вырезка, уже готово. Дальше держать нельзя, а то высохнет. Снимаем. Вот и пистолетики готовы. Смотри, какая красота. Вот сюда. Остались семечки и мясо, мякоть. Гора горячая. Если кто-то читал, герой нашего времени, ну кто не отсюда, не из Пятигорска, не из КМВ, он начинается так, что у подножия горы горячей раскинулся красавец Пятигорск. Присел на корточки. Да. Красавец Пятигорск. Крутит на корточках четкий красавец Пятигорск. Да. А Сергу здесь люля накидывает. Да, люля, у нас уже очень много рецептов на канале. Ну как, не очень, но 2 есть. А, и 3 еще с этими. Мираторг, Чевапчич. чевапчичи, когда мы переделывали в люля. Опыт, конечно, такой себе был. Поэтому лучше брать мясо и молоть его самому. И делать люляшки. Это вам не попыт. Кавказский антистресс. Пришло время для люля. Пожарим мы их вначале 4 штуки, потому что гости опаздывают, чтобы они не остывали. Вот. Проблему решать по мере поступления будем, да? Конечно, да. Вот здесь у нас уже стоит баранина, здесь курица, свинина, греется, все хорошо. Люля будем подавать прямо к столу свеженькими. Люля почти готовы. Сейчас будем снимать и пробовать. Ух. Красота. Вот так.
вот это, наверное, надо затестить. Один кусочек. Вот что получилось. Бомба. Друзья, надеюсь, вам этот ролик понравился, так же, как и все другие. Если понравился, нажимайте палец вверх, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Здесь у меня друг Алексей решил еще картошку пожарить, но мы вам и так много показали в этом ролике. Поэтому, если хотите рецепт картошки на углях, пишите в комментариях, мы обязательно сделаем. Всем пока!